Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня будем делать педикюр ножкам, которые не были у меня уже аж с осени. То есть не делали педикюр уже порядка 3,5 месяцев. И они в достаточно таком запущенном сухом состоянии. Это ножки моей мамы. Мы, кстати, на ней снимали педикюр только с покрытием лаком. Все продержалось отлично, но, конечно же, все уже отросло. И вообще, в принципе, каждую процедуру педикюра мы обязательно начинаем с нанесения антисептика. Очень редко я почему-то это показываю, но решила в этом видео показать и озвучить. Лак, кстати, продержался не только очень хорошо, но и снимался очень плохо, поэтому нам пришлось постараться. Первым делом всегда я убираю длину. Обязательно делаем короткие ногти, потому что мы до сих пор ходим в закрытой обуви и знаю, что есть прямо ярые противники того, чтобы не делать покрытие зимой. Но честно, очень хочется. Я думаю, что вы меня понимаете, и как любые девочки можете понять, что покрытие очень хочется сделать зимой, и с покрытием ноги смотрятся совершенно по-другому. Убираю я это все прямыми кусачками от Silver Star. Все ссылочки на все товары, инструменты, фрезы я оставлю, как всегда, в описании под видео. Итак, теперь нам нужно обязательно тщательно зашлифовать ноготь. Я это делаю пилочкой на 240 грит, очень-очень мягкой и без нажима, то есть абсолютно деликатно. Дальше отодвигаем аккуратно кутикулу. Кстати, обратите внимание, что сейчас торец я сделала таким полукруглым, хотя летом мы его делаем больше, наверное, квадратным. И вот теперь закрадывается вопрос, почему я на сухую вычищаю подногтевые мозоли. И многие пишут, что проще размочить и так далее. Сейчас очень многие делают препаратный педикюр или препаратно-аппаратный, то есть при помощи специальных средств, без всяких ванночек. Да и в принципе мне так больше нравится, и я думаю, что это намного удобнее. Напишите, пожалуйста, вы используете какие-то средства или все-таки размачиваете ногти со специальными кератолитиками для ванночек. Дальше, после того, как я убрала все, что у меня убирается на сухую, еще раз повторюсь, без дискомфорта для клиента, то есть очень аккуратно. Я беру вот такую вот фрезу и на небольших, абсолютно небольших оборотах начинаю прочищать боковые пазухи, начинаю прочищать все, что у меня под ногтем было, то есть на подушечках, все на небольших оборотах и очень аккуратно. Также переключаюсь на реверс и при помощи этой же фрезы обхожу ноготок с другой стороны, захожу под ноготь в боковую пазуху и также вычищаю все шерушки оттуда. Но этой фрезой нельзя зарываться глубоко, иначе могут быть пропилы и истончение ногтевой пластины. Будьте, пожалуйста, осторожны. Итак, делаем срез очень аккуратно, смотрим, где у нас кожица сухая, что мы можем отрезать. И, конечно же, тут самое главное не переборщить. Обязательно после того, как я поработала фрезой с таким большим диаметром, я беру фрезу с более маленьким диаметром и обязательно дочищаю, довожу все до идеала. И еще здесь у меня желтая фрезочка, потому что все-таки, несмотря на то, что кожа сухая, она очень тонкая, и работать здесь нужно деликатно и аккуратно. Также я убираю мозольку, которая у нас между пальчиками. Вообще мозоли это не только что-то возрастное, это еще и неправильная обувь. Поэтому нужно, чтобы ножке было максимально комфортно, а не только удобно. И, конечно же, начинаем уже доводить до идеала сам большой пальчик, также на форварде и на реверсе. После среза, после того, как я уже все дочистила, я беру силиконовый шлифовщик и полирую. Сейчас вы видите, как я наношу средство. Это размягчитель, кератолитик. И уже после прошествия времени некоторого, которое указано на упаковке, я начинаю вынимать подногтевую мозоль. Здесь она была очень большая, и это причиняло достаточный дискомфорт, если вы видите. То есть здесь достаточно кожи мы достаем уже после того, как нанесли средство. Самое интересное, что если бы мы нанесли это средство с самого начала, оно бы не подействовало на все 100%. Поэтому вот вам мой лайфхак для идеальной чистоты. Обязательно используйте его уже после того, как вы поработали. Наносим каучуковую базу. Сегодня буду работать на материалах от Космопрофи.
Наносим ее тоненько сначала, а потом берем вообще миллиписерную небольшую капельку и ставлю в то место, где у нас была небольшая деформация ногтевой пластины. Просто для того, чтобы ноготок был визуально ровный, без вот этого вот провала. Это абсолютно не вредит никак. Толщины там нет, я думаю, что вы видите, если сейчас посмотрите в торец, просто эта маленькая капелька распределилась по всей ногтевой пластине. 502 цвет сегодня используем. Честно, готова была петь просто серенады этому цвету. Он очень плотный, лег в один слой. Также он не дает никакого объема совершенно, то есть слой тоненький, аккуратный. И еще у него очень приятный оттенок. Он вроде бы и яркий, но в то же время какой-то ягодный и где-то даже чуть-чуть спокойный. В общем, я не знаю. Я очень люблю такие сложные цвета, хотя, казалось бы, обычная фуксия, но не неон. В общем, не знаю. Напишите, пожалуйста, с чем у вас ассоциируется такой цвет и любите ли вы такие цвета для педикюра, потому что я люблю педикюр наносить что-то именно теплое. Но нам еще понравился вот такой вот цвет, голубой. Это новиночка у Космопрофи, серебряный по талию. Мы его наносим как фон для нашего дизайна. Люблю выделять большой пальчик на ногах. Не знаю, почему кто-то любит выделять второй, третий пальцы. Я люблю большой. Мне кажется, что дизайн на нем смотрится намного лучше, чем на маленьких. И вообще, в принципе, его видно, да, и он у нас, как я это говорю, читаемый палец. И дизайн на ногтях, на ногах не должен быть какой-то маленький, чтобы люди присматривались. А что там у нее на большом пальчике нарисовано? Рисуем мы цветом, который у нас на других ногтях. Рисуем сердечко, конечно же. Скоро День всех влюбленных. Не будем отставать от этого праздника. Уже поговорили с вами об этом в предыдущем видео. И наверное, это просто повод для такого принта. Не могу сказать, что мы как-то отмечаем этот праздник. Кстати, а вы отмечаете праздник День всех влюбленных и дарите ли вы своим вторым половинкам какой-то подарок? Потому что многие не отмечают, но подарки все-таки дарят. Будет тоже интересно почитать. Решила еще добавить точечки такие небольшие. Дизайн достаточно минималистичный, очень простой. И мы переходим к обработке пяток. Здесь у нас тоже все очень сухо. Надо обязательно увлажнить, надо обязательно убрать все вот эти ороговелости. И наносим мы сначала средство для размягчения мозолей. Кстати, у меня очень много этих средств, и под каждого клиента я подбираю свои. Здесь ножки сухие, кожа тонкая, и поэтому у меня для этого свой кератолитик. Если бы кожа была более какая-то влажная, то я бы выбрала также другое средство. Напишите, пожалуйста, интересно ли вам снять видео по обзору разных уходовых средств. Я обязательно такое видео сниму. Я думаю, что будет актуально и полезно, ведь скоро лето. Я вообще начала уже готовиться к сезону педикюра и закупать разные всякие еще средства также на тест. Сейчас работаю маленьким диском S размера, и им очень удобно обрабатывать локально какие-то места. То есть, видите, у меня здесь есть натоптыш, я его также проработала. В принципе, можно и всю пяточку сделать, но на пятку я люблю уже брать диск побольше, иначе работа идет очень-очень медленно. Кстати, на полный педикюр с пятками, покрытием у меня уходит от часа 50 до 2,5 часов. Я считаю, что это очень недолго. И, в принципе, клиенты зачастую у меня больше спят в кресле, нежели ждут, когда скорее закончится процедура. Обязательно потом полирую по маслу, для того, чтобы пяточки были гладкие, увлажненные. И мы при помощи вот такой вот специальной насадки на диск прямо вбиваем масло в кожу наших ножек. Ноги потом очень гладкие, пятки просто блестят. Посмотрите, какие они красивые. Я думаю, что вы помните, что было до и что было после. Кстати, у нас здесь есть несколько стержневых мозолек. Напишите, пожалуйста, снять ли видео вам по их удалению, потому что они у нас постоянно появляются. Ну что, пяточки мы сделали, покрытие мы сделали. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Я очень старалась, потому что, честно, пятки снимать не очень удобно. Поддержите, пожалуйста, меня, если вам все хорошо было видно. Ну и если видео вам понравилось. С вами была Татьяна Сидоренко. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Также подписывайтесь на мой инстаграм. Там также много интересных мастер-классов. Всем пока!